Вы когда-нибудь задумывались, глядя в эти загадочные, почти инопланетные глаза своей кошки, кто вы для нее на самом деле? Существует старый миф, что кошка — это гордый и самостоятельный зверь, который никого не признает хозяином и просто позволяет вам оплачивать счета за ее квартиру. Но современная наука, включая революционные исследования в области кошачьей психологии, выяснила нечто потрясающее. Кошка привязывается к своему человеку почти так же, как ребенок привязывается к матери. В ее сознании вы не просто владелец и не персонал для открывания консервных банок. Для нее вы надежная база, источник жизни и тепла, самая большая и неуклюжая кошка в ее мире, которая заменила ей биологическую мать. Сегодня мы взломаем код кошачьей преданности. Мы разберем 15 конкретных признаков, по которым видно, что ваша кошка перенесла свои детские инстинкты именно на вас. Многие из этих действий кажутся нам странными или забавными причудами, но на языке биологии они означают высшую степень любви. Если ваша кошка проявляет хотя бы 5 из этих признаков, вы официально являетесь ее мамой, а самый трогательный и неоспоримый признак ждет вас в самом конце. Признак номер 1 — молочный шаг или ритмичное разминание лапами. Вы сидите на диване, и вдруг кошка забирается к вам на колени или грудь, начиная ритмично переминать вас лапами. Она выпускает и втягивает когти, иногда прикрывает глаза и начинает громко мурчать, будто месит невидимое тесто. Большинство владельцев называют это «делать массаж» или «печь булочки», но истинная причина уходит корнями в первые секунды жизни вашей кошки. Это движение-рефлекс из самого раннего детства. Котенок мнет лапами живот матери, чтобы стимулировать прилив молока, чувствуя при этом абсолютное тепло и безопасность. Тот факт, что взрослая кошка делает это именно на вас, означает, что ее мозг в этот момент буквально возвращается в состояние сытого и согретого. Материнским теплом малыша. Она не просто месит одеяло, она воссоздает свою связь с матерью, и тот факт, что объектом этого жеста стали вы, это признание вашей роли в ее жизни как главного защитника. Никогда не сгоняйте ее в этот момент, даже если когти немного царапаются. Для нее это акт блаженства и высшего доверия. Признак номер 2. Медленное моргание, кошачий поцелуй. Кошка смотрит на вас через комнату, и вдруг ее глаза медленно, лениво закрываются наполовину, замирают на мгновение и также неторопливо открываются. В мире хищников прямой взгляд часто является угрозой, сигналом к атаке. Но медленное моргание — это нечто противоположное. В 2020 году исследователи из Сассекского университета доказали, что этот жест вызывает измеримый положительный эмоциональный отклик у кошек. Прикрыть глаза перед другим существом в дикой природе значит добровольно снять защиту и стать уязвимым. Кошка позволяет себе это только рядом с тем, кому она абсолютно доверяет, как котенок доверяет матери. Когда она моргает вам, она говорит: «Я доверяю тебе свою жизнь». Самое прекрасное, что вы можете ответить ей на ее языке. Мягко прикройте глаза в ответ, и вы увидите, как уровень тревожности вашего питомца мгновенно падает. Признак номер 3. Бадание головой и фиксация запаха. Ваша кошка подходит к вам и с нажимом тычется лбом или щекой в ваше лицо, руку или ногу. Иногда она делает это несколько раз подряд, буквально впечатываясь в вас. Со стороны это может выглядеть как просьба о ласке, но на самом деле кошка занимается семейным архивированием. На морде кошки, на щеках, лбу и подбородке расположены особые пахучие железы. Потираясь о вас, она оставляет свой запах, маркируя вас как своего. Это не про собственничество в грубом смысле, а про создание единого семейного запаха группы. В природе котята и мать постоянно обновляют общий запах гнезда, чтобы узнавать друг друга. Если кошка обладает вас головой, она включает вас в свой самый ближний круг. Чужого человека кошка так метить не станет. Эта подпись предназначена только для членов семьи и, в первую очередь, для мамы. Признак номер 4 — подношение добычи как акт заботы.
Вы просыпаетесь и обнаруживаете у своей кровати игрушечную мышь, скомканный носок, а если ваша кошка имеет доступ к улице, то и настоящую добычу. Кошка часто сопровождает этот процесс громким призывным мяуканьем. Многие владельцы в ужасе выбрасывают такие подарки, но это огромная ошибка в коммуникации. Это поведение взято прямиком из материнского репертуара. Кошка — мать приносит котятам добычу, чтобы научить их охотиться и обеспечить едой. Когда ваша кошка тащит подарок вам, она буквально меняется с вами ролями и проявляет материнскую заботу. В ее глазах вы не очень умелый охотник, которого нужно подкормить и поддержать. Она заботится о вас так же, как когда-то заботились о ней. Просто похвалите ее и примите дар — это акт глубочайшей привязанности. Признак номер 5. Сон на вашей груди или шее. Как только вы ложитесь, кошка тут же устраивается у вас на груди, животе или даже в изгибе шеи, доверчиво подставляя вам все свое тело. Сон — это самое беззащитное состояние для любого животного. Выбрать для сна именно ваше тело значит признать вас самой надежной точкой в этом мире. Здесь работает мощная биологическая связь. Ваша кошка чувствует ваше тепло, слышит ваше мерное дыхание и биение сердца. Для ее нервной системы это идеальный набор сигналов, который возвращает ее в то время, когда она спала, прижавшись к матери, кошке. Ученые даже обнаружили, что в такие моменты у кошек и людей происходит синхронизация сердечных ритмов. Если кошка спит на вас, игнорируя мягкие лежанки и подушки, знайте, рядом с вами она чувствует ту самую безопасность, которую когда-то давала ей мать. Признак номер 6. Приветствие хвостом-трубой. Вы открываете дверь, и кошка идет вам навстречу, держа хвост вертикально вверх, часто с легким крючком на кончике. Она радостно трется о ваши ноги, ведя вас в комнату. Этот жест — настоящий кошачий флаг радости. Интересно, что дикие предки домашних кошек почти не используют этот сигнал во взрослом возрасте. Это чисто детский жест. Котенок поднимает хвостик, подбегая к матери. Сохраняя это поведение по отношению к вам, кошка буквально говорит: «Ура, мама пришла». Обратите внимание, в доме, где живет несколько человек, этот радостный флаг обычно поднимается в первую очередь для того самого главного человека, которого кошка считает своим родителем. Признак номер 7. Специальный словарь мяуканья. Ваша кошка почти не мяукает на других кошек, но стоит вам зайти в комнату, как она начинает ворковать, требовательно пищать или коротко мякать. Взрослые кошки общаются между собой в основном через запахи и язык тела. Звуковое общение они приберегают почти исключительно для людей. Это происходит потому, что в детстве котенок именно голосом звал маму, прося еды или внимания. Перенося это на вас, она использует тот самый детский способ коммуникации. Более того, у каждой кошки со временем складывается индивидуальный набор звуков, который понимаете только вы. Если кошка воркует, глядя вам прямо в лицо, она ведет с вами личный разговор, ожидая реакции точно так же, как ребенок ждет ответа от матери. Признак номер 8. Взаимный груминг и вылизывание волос. Кошка устраивается рядом и начинает усердно вылизывать вашу руку, палец или, что особенно часто, пряди ваших волос. Иногда это сопровождается легкими покусываниями. Это поведение ученые называют аллогрумингом. Мать, кошка вылизывает котят не только для чистоты, но и для того, чтобы успокоить их и пометить семейным запахом. Когда кошка вылизывает вас, она буквально включает вас в свою семью. Она относится к вам не как к чужаку, а как к близкому существу, нуждающемуся в уходе и заботе. Шершавый язык — это знак самой тесной связи, который достается только избранным членам кошачьего прайда. Признак номер 9. Демонстрация беззащитного живота. Кошка падает перед вами на спину, вытягивается и подставляет мягкий живот, лениво перекатываясь с боку на бок. Живот — самая уязвимая часть тела кошки, где под тонкой кожей скрыты все жизненно важные органы. В дикой природе подставить живот означает полную капитуляцию и отказ от защиты. Это поведение родом из раннего возраста, когда малыш заваливался на спину перед матерью, не ожидая никакой угрозы. Важно помнить,
Для большинства кошек это не приглашение почесать живот, а именно демонстрация доверия. Она говорит: «Рядом с тобой мне настолько спокойно, что я могу быть абсолютно беззащитной». Если вы в этот момент грубо схватите ее за живот, вы можете нарушить этот хрупкий диалог доверия. Признак номер 10. Хвостом за вами повсюду. Вы идете на кухню, она трусит следом. Вы заходите в ванную, она садится под дверью и ждет. Куда бы вы ни перемещались по квартире, кошка старается быть в зоне видимости. Хотя кошек часто называют одиночками, привязанная кошка ведет себя как преданный детеныш. Ваше присутствие создает у нее ощущение безопасности. Пока мама рядом, мир в порядке. Это не контроль и не слежка, это поиск точки опоры. Если кошка теряет покой, когда не может вас найти, вы для нее центр притяжения, точно так же, как мать для котенка в первые недели жизни. Признак номер 11. Оккупация ваших вещей. Стоит вам разложить документы, открыть ноутбук или бросить на диван свою кофту, как кошка тут же усаживается ровно на этот предмет. Это может раздражать, когда вы пытаетесь работать, но за этим жестом стоит глубокая привязанность. Во-первых, ваши вещи хранят ваш уникальный запах, который для кошки является синонимом безопасности. Садясь на вашу кофту, она чувствует себя так, будто вы ее обнимаете. Во-вторых, садясь между вами и вашей работой, она прямо требует вашего внимания. Это простое детское «хочу быть там, где мама», выраженное единственным доступным ей способом. Признак номер 12. Лечение мурчанием и сопереживание. Вы расстроены, болеете или просто сильно устали, и кошка немедленно приходит, устраивается под боком и включает свое глубокое ровное мурчание. Ученые обнаружили, что мурчание происходит на частотах, которые способны снижать стресс и даже помогать телу восстанавливаться. Но важнее всего то, что кошка считывает ваше эмоциональное состояние. Она чувствует, когда маме плохо, и пытается утешить вас тем единственным способом, который знает. В детстве мать успокаивала ее мурчанием, и теперь она возвращает эту заботу вам, проявляя удивительную эмпатию. Признак номер 13. Ожидание у двери. Вы возвращаетесь домой и обнаруживаете кошку прямо у порога. Иногда она занимает этот пост за несколько минут до вашего фактического прихода. У кошек феноменальное чувство времени и острый слух, они запоминают ритм ваших шагов и звук ключа задолго до того, как вы откроете дверь. Ваше возвращение — это главное событие ее дня. Так котенок ждет мать, которая ушла на охоту и обязательно должна вернуться. Если кошка караулит именно ваше появление, это не просто ожидание еды, это доказательство того, что из всех людей в этом мире вы самый важный для нее человек. Признак номер 14. Деликатное прикосновение лапой. Вы сидите, погруженные в свои мысли, и вдруг чувствуете, как мягкая лапка без когтей нежно касается вашей руки, щеки или плеча. Иногда она оставляет лапу на вас, будто хочет зафиксировать контакт. Это очень личный и мягкий жест. Эквивалент того, как ребенок ищет руку матери, чтобы убедиться, что она рядом. Кошка делает это, когда чувствует особую близость и хочет просто напомнить о своем присутствии. Если она при этом смотрит вам прямо в глаза, это чистейший акт привязанности, на который стоит ответить мягким поглаживанием. Признак номер 15. Поиск защиты в моменты страха. Громкий звук, незваный гость, шумный пылесос или поездка к ветеринару, когда мир вокруг становится пугающим. Куда бежит ваша кошка? Если она не забивается в самый дальний угол под диваном, а бежит именно к вам, прыгает на руки или прячется за ваши ноги, это самый сильный признак из всех существующих. В психологии это называется надежной базой. Котенок бежит к матери, когда напуган, потому что она его единственный гарант выживания. Если в момент истинного страха кошка выбирает из всего мира именно вас, это означает, что вы успешно заменили ей мать. Вы стали тем самым существом, рядом с которым не страшно, даже если вокруг рушится мир. Вы ее все. Сколько признаков из этого списка вы насчитали у своего питомца? Если их больше 5, поздравляем, вы построили те самые отношения надежной привязанности,
о которых мечтают многие владельцы. Ваша кошка не просто живет с вами, она любит вас на самом фундаментальном, инстинктивном уровне. Она посмотрела на весь этот огромный, шумный и иногда пугающий мир и выбрала именно вас в качестве своего самого близкого существа, своей мамы. Помните, что для вас кошка — это лишь часть вашей жизни, но для нее вы и есть вся ее жизнь. Посмотрите на свою кошку прямо сейчас. Она медленно моргнула вам, пока вы слушали этот текст. Это она только что сказала вам «Я тебя люблю». Напишите в комментариях, какой из этих признаков кажется вам самым трогательным. Давайте вместе ценить этот тихий, но бесконечно глубокий язык любви.